Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 22 ноября. Поговорим о народных приметах, поговорим о празднике. Также сегодня уделим внимание Матрёне Московской и иконе Божьей Матери. Что сегодня делать можно, что нельзя. И также обязательно предложим вам молитву Матрёне, с помощью которой вы можете попросить ее о привлечении достатка, благополучия и изобилия в свою жизнь. А также уделим внимание лунному календарю на 22 ноября 2021 года. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас мы с вами начинаем с народного календаря. Итак, народный календарь на 22 ноября. Сегодня, 22 ноября, в церковном календаре этот день связан с несколькими знаменательными событиями. Православные в этот день вспоминают Матрону Константинопольскую и Матрону Московскую. Кроме этого, 22 ноября этот день является еще и днем иконы Божьей Матери Скоропослушница, а в народе этот день называли Матрёнами зимними. В народе этот день еще прозвали как Матрона Зимняя, так как 22 ноября обычно сильно дуют студеные ветры и наступает еще ко всему резкое похолодание. На Матрону в народе было принято одаривать нищих предметами быта и одеждой. Поэтому накануне хозяйки проводили ревизию в сундуках в поисках лишних вещей. Но важно знать, что отдавать одежду сегодня можно было только после стирки. Если вы ее раздадите не постиранной, то знайте, что таким образом вы своими руками отдадите счастье другому человеку. 22 ноября было принято примерять теплую одежду, которую нужно будет носить зимой. На зимних нарядах зашивали прорехи, растачивали или ушивали, если в этом была необходимость. Также выясняли, с какими вещами пришло время расстаться. Такими считали те, которые не надевались на протяжении 3 лет. А старики говорили, что с Матрёной зима на белом коне едет, так как именно с этого дня налетают морозы и начинается пора снегопадов. Когда же зимушка устает, то пересаживается на пегую лошадку. Наступает время оттепели и бурого снега. Крестьяне ценили любую погоду, однако 22 ноября всегда радовались зиме, которой они предполагали, что зима скачет на белоснежном коне, и поэтому выходили из домов и обкидывали друг друга снежками, так приветствуя зиму. С Матрёной Зимней начинали и лечение целебными растениями, которые были собраны еще летом. К этому времени они уже хорошо высушились на чердаках, и из них заваривали чай для поддержания иммунитета и настои, отвары от разных болезней. Однако самой главной травой в этот день был Иван-чай. Считалось, что он обладает волшебной силой не только для лечения различных болезней и недугов, но и помогает и в поиске кладов. На Матрёну 22 ноября было принято обращаться к знахарям за помощью присушить любимого, вернуть пропавшую скотину или же избавиться от какой-то болезни. Никому сегодня не отказывали целители. Некоторые ритуалы мог провести сегодня и несведущий в знахарстве человек. Рожденные люди на Матрёну считали, что они честные и добросовестные. У них были золотые руки, и были они наделены выдающимися способностями и талантами. У них было живое воображение и необычные взгляды на жизнь. Эти люди отличались добротой. Они были против агрессии и конфликтов и всегда старались добиваться всего только мирным путем.
За это их любили и уважали. А талисман человека, появившегося на свет 22 ноября, был рубин, как камень, который защищает от болезней и негатива. Нужно его было носить под одеждой, спрятав от любопытных глаз. Конечно же, в этот день, 22 ноября, в день Матрёны Зимней, важно было помнить и о народных приметах. Поэтому наши предки знали, что 22 ноября, в день Матрёны Зимней, нельзя делать было стрижку, также маникюр и педикюр, иначе вся зима пройдет в болезнях. Особенно эта народная примета касалась беременных женщин, а также пожилых и людей со слабым здоровьем. Почему? Дело в том, что у таких людей и так уже ослаблена энергетика, а эти процедуры могут еще сильнее ослабить, что чревато большими проблемами. Не следует 22 ноября оставлять дома старые вещи, которые уже давно никто не носит. Эта одежда и обувь притягивает к себе прежние проблемы, поэтому они снова и снова о себе будут напоминать. Поэтому и было принято у наших предков в день Матрёны Зимней отдавать нищим и нуждающимся старую обувь и одежду. Однако вещи надо отдавать, предварительно их постирав, поскольку если этого не сделать, то вместе с нестиранными вещами вы можете отдать и свое счастье. Кроме вещей, 22 ноября можно было отдать и предметы обихода, но обязательно только тем людям, которые в них действительно нуждаются. Запрещено было в день Матрёны Зимней держать обиду на близких и родных. Сегодня нужно было им все простить. Если же из-за обиды родственники не хотят общаться, то именно 22 ноября следует было начать разговор, тем самым уладив конфликт. Так как мы уже сегодня с вами говорили, что сегодня 22 ноября, сегодня день Матрёны, Матрёны Зимней и Московской, то знайте, что Святая Матрёна сегодня поможет вам, если у вас постоянный финансовый какой-то кризис, какие-то проблемы, связанные с деньгами, у вас отсутствует нормальная работа. Также вы знаете, что вы не умеете обращаться с деньгами, с финансами. У вас постоянные какие-то кредиты, долги. Также вы не удовлетворены текущим финансовым своим состоянием. И у вас, как вариант, плохая работа. Поэтому, чтобы в вашем доме всегда были деньги и никогда не появлялся их недостаток, необходимо 22 ноября в любое время суток, но главное, чтобы вы были в хорошем настроении, не были злы, в этот момент не находились в апатии. Сказать нужно обязательно 3 раза следующую молитву. «О святая Матронушка, к тебе взываю и молю о помощи. Помоги мне побороть бедность, привлеки в жизнь мою процветание и богатство. Пусть пребудет со мной везение, пусть будет у меня всегда работа и достаток. Пусть жизнь моя станет легкой и счастливой. Прославляю имя Твое во веки веков. Аминь». Обязательно эту молитву, друзья, прочитайте 3 раза 22 ноября. И Матрёнушка обязательно вас услышит и вам поможет. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 22 ноября 2021 года. Сегодня у нас с вами 18 и 19 лунные дни. Убывающая луна в знаке зодиака Близнецы. Обращаем ваше внимание, что все происходящее сегодня с вами и вокруг вас является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния, вашей души. Поэтому события, люди и мнения отражают сегодня вас самих. Сегодня этот день благоприятен прежде всего тем, что представляет нам, каждому из нас, шанс поработать над собой и исправить вот те искажения, проблемы, которые были до сих пор. Однако это же влечет за собой и трудности этого дня, потому что придется приложить немало усилий, чтобы разобраться в себе и придать самой жесткой критике себя любимого.
Если вы хотите сегодня отсидеться по-тихому где-нибудь в уголочке и ничего не предпринимать, ваша пассивность выйдет вам вскоре боком. Это чревато тем, что вы можете попасть под чье-то влияние и тем самым превратитесь в обычную марионетку. Вам будет казаться, что вас все уважают, что вы выше их всех, но это окажется лишь самообманом и призрачной иллюзией. Когда придет время что-то решать, вас просто, к сожалению, не станут слушать. Как мы говорили, уже Луна сегодня в знаке зодиака Близнецы. И в этот день этот знак будет действовать на нас положительно. Он будет оказывать помощь в поиске той важной информации, которая нам нужна. Также будет способствовать принятию определенного места в коллективе. Адекватно мы сможем реагировать на все то, что связано с нашим ростом, со свободой, с людьми, которые имеют общие взгляды на жизнь. И сегодняшний день удобен для того, чтобы получать и обмениваться информацией. Обычно в этот день происходит рассредоточение внимания сразу на несколько дел одновременно, и возникает желание сразу взяться за все. Опоздание, нарушение связи и графика движения транспорта, а также обращаем внимание, что сегодня могут быть и перебои в электроснабжении, а также увеличение числа краж. Все это будет относиться к влиянию знака зодиака Близнецы. С другой стороны, близнецы будут помогать в развитии контактов между людьми, делать их более подвижными и свободными. Сегодня увеличиваются шансы и возможность в получении и передаче информации, а также обмене мыслями и идеями. Сегодня сдержанность и благоразумие будут оптимальное состояние, которое желательно поддерживать на протяжении этого дня. Тем самым сохраняете вы трезвость ума и объективно сможете оценить себя и окружающих вас людей. Постарайтесь сегодня отложить важные дела и переговоры, потому что этот день не лучший для серьезной работы. Займитесь текучкой или, смотря по обстоятельствам, посвятите день своему отдыху. Хорошо направить внимание на сферы, связанные с научной работой, творчеством и искусством. Вполне можно сегодня обращаться к начальству для решения небольших и несложных вопросов. Также успешно решаются сегодня и простые финансовые вопросы. Что же касательно стрижки, то сегодня определенно не стоит начинать ничего нового, а лучше постарайтесь расквитаться со старыми делами, а особенно с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, потому что иначе вы рискуете их потерять и не тратите их на себя. Совет дня: откажитесь от процедур и услуг парикмахера на сегодня, потому что результаты вас все равно не обрадуют. Ваша карма не обрадуется потере даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны. Можете сделать их просто так для собственного удовольствия. Проведите сегодняшний вечер в окружении друзей или семьи. Что же касательно окраски волос натуральными красителями, то это привлечет к вам удачу и увеличит шансы на успех. Обязательно сегодня сделайте причесочку с челкой, которая привлечет энергию ветра. Все, что сегодня с вами произойдет, знайте, это для вас зеркальное отражение того, что случится в самом ближайшем будущем. И сегодняшний день, уважаемые наши слушатели, подписчики канала Эзотерика для тебя, сегодняшний день требует рассудительности, здравомыслия, осторожности и осмотрительности. Этот день не подходит для работы с запахами, и поэтому неблагоприятно вдыхать ароматы, выбирать духи и пользоваться духами и также дезодорантами. Обратите, пожалуйста, на это пристальное свое внимание.